you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические внутриканальные наушники от компании IVQ под названием IE01 и стоимостью $63. Ну и приходят они в очень небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением. Ну и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, а чувствительность составляет 124 дБ, и они получили сопротивление 32 Ома. И на раскачку эти наушники будут очень легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек и два набора силиконовых амбушюр. Эти наушники получились очень небольшие, и они были выполнены из черной смолы с приятным абстрактным оформлением лицевых панелей, дополнительно украшенных серебристыми логотипами. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом располагается единственное отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей. Ну а звуковод тут был выполнен из металла, он имеет длину около 4 мм, диаметр 6 мм и получил хорошо выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр, а также он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Но сидят эти наушники в ушах за счет своих небольших размеров прям отлично, с плотной фиксацией в ухе и хорошей звукоизоляцией. Да и их комплектный кабель, к моему удивлению, оказался очень даже хорошего качества. И вы можете сразу использовать эти наушники именно с ним, без каких-либо проблем. Но вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников IVQ IE01. И первое, что мы здесь видим сразу, это явное усиление низких частот на 14 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины, а вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено чуть выше уровня моего таргета, из-за чего эти наушники звучат очень энергично и насыщенно, но по-прежнему все же находятся в рамках нормы, то есть перебора в этой области для меня тут нет, а вот высокие частоты тут, на мой взгляд, очень даже хороши, поскольку они продолжительные и лишь плавно затухают уже после 12 кГц, что для динамических наушников, тем более в таком небольшом бюджете, является абсолютно нормальным результатом. Ну а теперь давайте обсудим, как все это будет ощущаться уже на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились довольно баседными. И здесь есть хороший запас мощности на сабасе с приятным и даже некоторым физическим ощущением глубины, а также крайне панчевый, ударный и массивный мидбас. При этом бас радует тут не только своим внушительным количеством, но и качеством. И он обладает хорошей текстурностью, уверенной атакой и звучит достаточно быстро и собрано. Но благодаря плавному затуханию низкие частоты не уходят в гул и не превращаются в какую-то сплошную массу, сохраняя хорошую читаемость и контроль. И в итоге получается очень такой выразительный бас с отличной глубиной, весом и тем самым правильным аудиофильским характером, который при этом не забывает дарить вам эмоции при прослушивании. Поэтому любители электроники, хип-хопа и вообще других жанров, где бас играет важную роль, здесь точно останутся довольны. А вот серединка получилась очень насыщенной, драйвовой и эмоциональной, и она буквально наполняет музыку характерной энергией и оставляет после себя массу впечатлений от прослушивания. И особенно хорошо все это ощущается на тяжелых жанрах вроде рока и металла, где важны массивность гитар, их телесность и ощущение того самого плотного и насыщенного звука. При этом середина точно здесь не кажется какой-то перегруженной или мутной, а наоборот здесь хватает прозрачности воздуха и хорошей читаемости инструментов, благодаря чему даже вокал звучит естественно и достаточно выразительно. Ну а сама подача получилась теплой, живой и очень увлекательной. В общем, это именно та середина, которая заставляет вас получать удовольствие от музыки, а не заниматься каким-то ее постоянным анализом. А вот высокие частоты тут меня прям неожиданно порадовали, поскольку они получились достаточно детальными, чистыми и при этом очень комфортными. И здесь есть как хорошая техничность, так и достойная проработка мелких нюансов.
нюансов и удивительно хороший уровень детализации для своей цены. Но самое главное, что все это подается здесь очень аккуратно и зрело, то есть без какой-либо лишней резкости или навязчивой добавленной яркости. Поэтому высокие частоты здесь просто прекрасно дополняют общую подачу, добавляя ей воздуха и информативности, но при этом совершенно не утомляя вас даже во время длительного прослушивания. Если честно, именно такой характер высоких частот я как раз и люблю и хочу видеть в подобных бюджетных динамических наушниках. Ну и звуковая сцена здесь получилась очень даже достойной. Она воспринимается достаточно естественной и правильно организованной, с хорошей локализацией и уверенным построением планов, а само звучание ощущается свободным и легким, без какой-либо скованности или ощущения тесноты. При этом инструменты достаточно легко отслеживаются в пространстве, но сама подача сохраняет хорошее ощущение порядка даже на более насыщенных оркестровых композициях. В общем, сцена тут получилась очень сбалансированной, естественной и хорошо дополняющей общий музыкальный характер этих наушников. Ну и в итоге я пришел к тому, что IVQ AE01 это крайне приятные динамические наушники для всех любителей насыщенного, драйвового и эмоционального звучания. Они предлагают мощный и качественный бас, живую и насыщенную середину и неожиданно детальные высокие частоты с вполне серьезными для этой цены техническими возможностями. Если вам нравятся такие музыкальные наушники, прям с хорошей такой энергетикой и без перекоса в какую-либо сухую и скучную аналитику, то эта модель определенно заслуживает вашего внимания. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.